Привет из Канады, меня зовут Алекс Павленко. Ребята, в одном из своих прошлых роликов я рассказывал о том, что, к сожалению, далеко не каждый сможет попасть в Канаду. Например, что нужны деньги, иначе вы не пройдете по требованиям одной из иммиграционных программ. В этом ролике я расскажу о том, какую профессию желательно вам освоить, чтобы увеличить свои шансы на иммиграцию. И если вы еще не подписаны на мой канал, сделайте это прямо сейчас, потому что каждую неделю я рассказываю полезную информацию, которая направлена на то, чтобы вы попали в Канаду и успешно в ней адаптировались. В Канаде в каждой из провинций есть так называемый список востребованных профессий. Это те специальности, которые очень нужны в данный момент времени. И мы выписали востребованные профессии по каждой из провинций и объединили в такой общий список. Получилось 17 профессий. Если вы одну из них освоите, хотя бы получите 1 год опыта работы за последние 5 лет или за 10 лет, то шансы на вашу иммиграцию значительно увеличиваются. Я не просто назову название из списка таких востребованных профессий, я скажу, в каких провинциях нужны такие специалисты, сколько они в среднем зарабатывают в час и за год, причем это данные самые последние на начало 2019 года. Как вы думаете, какая профессия в Канаде является сейчас самой нужной и востребованной? Я об этом обязательно расскажу, но чуть попозже. Обязательно досмотрите ролик до конца, чтобы об этом узнать. А я начинаю с 17-й позиции, и это специалист, который занимается изготовлением очков, контактных линз и прочее. В Канаде население катастрофически стареет, все большему количеству людей нужны очки, и такой специалист, он не только занимается изготовлением оптики, он также помогает подобрать оправу, контактные линзы, очки. И такие специалисты в среднем зарабатывают почти 21 канадский доллар в час. В год они зарабатывают почти 50 тысяч долларов. И такие профессии сейчас очень востребованы в провинциях Манитоба, Нью-Брансвик и Квебек. В Канаде очень любят домашних питомцев. На улицах вообще нет бездомных кошек или собак. Поэтому на 16 месте в списке востребованных профессий это ветеринар или помощник ветеринара. Больше всего такие специалисты нужны в провинциях Новая Шотландия, Квебек и Саскатчеван. Но правда больше всего платят в провинциях Альберта, Британская Колумбия и опять же Саскатчеван. Средняя часовая ставка составляет более 40 долларов. А в год уже выходит такая очень неплохая зарплата. 75 тысяч долларов. В Канаде ожидается рост не только количества новых иммигрантов, но также постоянно увеличиваются темпы строительства. Много всего строят, и очень важно контролировать расходы. Поэтому на 15 месте в списке востребованных профессий у нас оценщик строительства. Такие специалисты получают поменьше, чем ветеринары, около 23 долларов, но тем не менее в год выходит зарплата почти 59 тысяч канадских долларов. Такие специалисты сейчас очень нужны больше всего в Британской Колумбии, потому что, наверное, там много китайцев. И также еще нужны такие оценщики в Манитобе, Онтарио и Квебеке. Но больше всего платят в Британской Колумбии, Альберте и Саскатчеване. Вот я сейчас обратил внимание на то, что я постоянно говорю Саскатчеван, что там больше всего платят. Задумайтесь об этом. Неудивительно, что на 14 место у нас попали трубопроводчики или слесари-водопроводчики. Они зарабатывают более 33 долларов в час, а в год это выходит более 76 тысяч долларов. Больше всего такие специалисты нужны в провинции Онтарио, то есть это города Торонто, Оттава. Так как после эмиграции у многих людей меняется жизнь, некоторые испытывают чувство тревоги, депрессии, и они вынуждены обращаться к психологам. Поэтому психолог очень востребованная профессия в Канаде, и в среднем они зарабатывают более 49 долларов в час, а в год это более 76 тысяч долларов. Они нужны по всем провинциям, они везде востребованы, но для того, чтобы работать психологом, желательно, чтобы у вас была степень магистра или доктора наук. Как я говорил и ранее, в Канаде население стареет, поэтому неудивительно, что на 12 место у нас попали фармацевты. Это эксперты по лекарствам, которые контролируют выдачу лекарств в аптеках и выдачу по рецептам. Такие специалисты зарабатывают в среднем в час более 45 долларов, а в год
Тут, наверное, какая-то ошибка, но тут написано, что 84 тысячи долларов в год. Возможно, это с какими-то бонусами дополнительными. Больше всего оплачиваются такие ребята в Манитобе, в Альберте и в Онтарио, но они, к сожалению, не очень нужны в Нью-Брансвике, все-таки это молодая провинция, и не так сильно нужны в провинции Онтарио. На 11 месте у нас пилоты. Пилоты сейчас в Канаде имеют средний возраст 44 года, а в 60 лет они обычно выходят на пенсию. Поэтому ожидается, что пилотов будет не хватать. Пилоты зарабатывают, в принципе, в часах не так уж и много, в час около 24 долларов. Но так как им набегает большое количество бонусов всевозможных, в год они могут зарабатывать более 96 тысяч долларов. Это в среднем по Канаде. Еще я хочу заметить, что в Канаде очень дорогие авиаперелеты, поэтому я двумя руками только за то, что побольше пилотов приедет в Канаду, если будет побольше бюджетных авиалиний. На 10 месте востребованных профессий у нас промышленные электрики, и больше всего они сейчас востребованы в провинции Новая Шотландия. В среднем по Канаде они зарабатывают 30,5 долларов в час, а за год им набегает более 68 тысяч долларов. На 9 месте у нас дикая для меня профессия – это авиационно-космический инженер. Возможно, сейчас он не так популярен, но ожидается, что к 2024 году востребованность в таких специалистах очень сильно увеличится. Сейчас такие ребята получают в час чуть меньше 30 канадских долларов, а за год они зарабатывают около 74 тысяч долларов. Самые высокооплачиваемые провинции – это Альберта, Квебек и Онтарио. Ха-ха-ха. На 8 месте это я, это разработчики программного обеспечения. Такие ребята нужны практически везде, но наибольшая востребованность это Британская Колумбия, Манитоба, Нью-Брансвик, Новая Шотландия, Онтарио и Квебек, ну, в принципе, самые ключевые провинции. В среднем в час они зарабатывают, программисты, чуть более 30 долларов, но за год выходит более 71 тысячи. На 7 месте по востребованности это физиотерапевты и их ассистенты. Это такие специалисты, которые помогают, например, встать на ноги после какой-то травмы. В час такие ребята зарабатывают чуть меньше, чем 20 канадских долларов, а за год это 48,5 тысяч долларов. Больше всего сейчас востребованность в таких профессионалах в Британской Колумбии, в Манитобе, Квебеке и Саскачеване. На 6 месте по востребованности у нас лицензированная практическая медсестра. В час она зарабатывает около 25 долларов, а за год выходит чуть больше, чем 47 тысяч канадских долларов. Наиболее высокооплачиваемые провинции это Саскачеван, Альберта, Британская Колумбия. И наибольший спрос, можно сказать, что в таких же провинциях. Для того, чтобы вы работали практикующей медсестрой, надо получить будет лицензию и, возможно, отучиться в канадском вузе. Ребята, вы знаете, что у меня есть еще Инстаграм, и я рекомендую вам обязательно на него подписаться, потому что каждый день я делюсь полезной информацией, которая приблизит вас к иммиграции в Канаду. Мы приближаемся к концу, у нас осталось 5 самых востребованных профессий из нашего золотого списка. На 5 месте сварщики. Средняя часовая ставка у них 23 доллара, и в год они зарабатывают 51 тысячу долларов, плюс-минус. И опять же, Новая Шотландия, там нужны такие специалисты. Едьте туда, и у вас все будет в шоколаде. В Канаде достаточно широко распространен бизнес, поэтому на 4 месте у нас по популярности это консультанты по управлению бизнесом. Такие ребята в час зарабатывают почти 50 долларов, а в год выходит сумма почти в 77 тысяч долларов. В тройку нашего хит-парада попадает преподаватель колледжа. Для того, чтобы работать с преподавателем, у вас должно быть, скорее всего, образование магистра, но в некоторых случаях достаточно даже бакалавра. Такие специалисты зарабатывают около 70 тысяч долларов в год или где-то 29 канадских долларов в час. Я думаю, вы догадались, что где-то уже пора говорить про водителей-дальнобойщиков. И это правильно, потому что это второе место, это ребята, которые крутят баранку. И они в год зарабатывают около 46 тысяч долларов канадских, опять же в среднем по Канаде, и в час около 21 канадского доллара. И кто же вырвался на первое место?
Первые в списке это зарегистрированные медсестры. Не надо путать с практикующими медсестрами. Это в Канаде разные специальности, причем там есть еще дополнительные виды. Такие медсестры очень нужны в Канаде. Средний возраст таких специалистов сейчас составляет 43 года, и в год в среднем они зарабатывают почти 61 тысячу долларов, а в час это где-то 33,5 доллара. Ранее я уже рассказывал о том, что если у вас есть диплом бакалавра в медсестринском деле и у вас средненький уровень английского, то вы можете приехать на учебу в канадский колледж, отучиться менее чем год, потом сдать экзамены и начать со временем зарабатывать такие неплохие деньги. Зарегистрированные медсестры со временем их заработок доходит аж до 100 тысяч долларов. Ну что, ребята, как вам список востребованных профессий? Заслуживает лайка? Поставьте его. Также напишите в комментариях, есть ли ваша специальность из этого списка. Подпишитесь обязательно на мой YouTube канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых роликов. И еще раз напоминаю, что подпишитесь на мой Instagram, потому что там действительно много полезной информации. Ролики для YouTube я выпускаю раз в неделю, может быть и два, а в Instagram пишу каждый день. В общем, всего вам хорошего и до встречи в Канаде. Пока!